В связи с тем, что в 2027 году заканчивается последний срок по закону для Эльвиры Набиуллиной в кресле главы Банка России, вновь пошли разного рода слухи и разговоры о ее грядущей отставке. Потому что тут или закон в трех чтениях менять, или в отставку. Среди возможных сменщиков The Bell называет замглавы администрации президента, бывшего министра экономического развития Максима Орешкина, а также сына бывшего премьер-министра Михаила Фродкова Петра, который сейчас возглавляет Промсвязьбанк, и главу ВТБ Андрея Костина. Обычно нас не очень заботят кадровые решения, тем более существующие только в формате слухов. В настолько персонализированной системе, как у нас, где все решения завязаны на одном человеке, кто будет сидеть в министерстве, а кто в Лефортово, имеет значение только для тех, кто будет где-то сидеть. Но финансово-экономический блок, а особенно Центральный банк, сущность особенная для нашего режима. Это буквально его стержень. Потому и о личности Набиуллиной, и о том, что может значить перспектива ее отставки в условиях тяжелого кризиса федерального бюджета и экономики в целом, имеет смысл подробно поговорить. Прежде чем начнем, как обычно, в описании вы найдете ссылку, где мы собрали способы по обходу блокировок интернета в России. В том числе там есть ссылка на прокси, который позволяет переписываться в Телеграме без проблем. Спонсирует наш гайд сервис M-Card. Это криптовалютная альтернатива зарубежным банковским картам. Сейчас у них скидка в 50% на оформление карты. Ссылка на них также в описании. Финансово-экономический блок принято у нас называть либералами, что, конечно же, ошибочно. В системах по типу нашей до таких постов люди с какими бы то ни было взглядами не доживают вовсе. Если вы начнете рефлексировать, что вообще делаете, сверять приказы начальства со своим моральным компасом, то свалитесь с этой лестницы сильно раньше, чем пройдете даже половину пути к уровню федерального министра или кресла в Совете директоров Центрального банка. Люди, которые управляют в России экономикой, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Максим Орешкин, они не либералы и не консерваторы, не милитаристы и не пацифисты. Они чиновники, которые одинаково успешно будут считать бухгалтерию пионерского лагеря и концентрационного. Единственное, но критически важное их отличие от остальной правящей верхушки, от силовиков, состоит в том, что они вынуждены быть реалистами. Такие вынужденные реалисты получаются. Опять же, реалисты они не потому, что особо умные, а потому что работа с деньгами дисциплинирует. Это когда ты сидишь в Совбезе, в СВР или в ФСБ. Можно жить в мире чистых абстракций. Переживать за будущее славянской цивилизации. Рассуждать об исторической обиде от англосаксов. Выдумывать себе врагов в виде ЛГБТ, child-free, АУЕ и успешно их побеждать. В чем угодно находить экстремизм и покушение на основы конституционного строя. Но люди типа Нарышкина, Медведева, Бортникова, Патрушева отличаются от финансово-экономических чиновников тем, что у них нет настоящей работы. У них море свободного времени. Они ни за что не отвечают, не соприкасаются с реальным миром и могут фантазировать обо всем на свете. Эльвира же Набиуллина, может, и сама обзавела телеграм-канал со всякими интересными мыслями. Но она живет в реальности, где, если сегодня принять неверное решение, то через месяц рубль упадет в спираль инфляции, и российская экономика на этом закончится. Антон Силуанов читает не повесть временных лет. Он смотрит таблички по текущему исполнению бюджета, по состоянию счетов правительства. И понимает, если что-то не предпринять, где-то не дозанять, куда-то не перекинуть, то завтра тут у нас будет дефолт, здесь кризис, а вот этот регион банально не сможет перечислить денег в банк на зарплаты бюджетникам. Есть люди, которые спокойно могут мечтать. Мы, мол, построим за 8 лет 1000 самолетов, возродим отечественный автопром, будем производить свои процессоры, построим высокоскоростную магистраль до Питера. Есть люди, которые могут мыслить категориями имиджа и национального престижа. Что нам надо вот то-то и сё-то, как у великих держав. На их фоне люди, которые просто смотрят в цифры и тихим голосом, иносказательными выражениями и полунамеками говорят: это все экономически бессмысленно, невозможно и не нужно, действительно выглядят либералами. Когда Путин говорит: Россия может воевать 20 лет, он основывает свою уверенность на том, что сам является реинкарнацией Петра I, при котором Россия смогла. Когда экономические чиновники все более прямым текстом повторяют, что не может, они исходят не из антивоенных убеждений, а из понимания, что денег нет. Из того факта, что перед нами
в случае финансово-экономического блока, исключительные чиновники, вынужденные жить в реальном мире, происходят два интересных свойства. Во-первых, они могут говорить несколько свободнее. Потому что, как бы, говорят не сами, а за них это делают цифры. А цифры не могут быть патриотичными или зловредно иностранными. Если деньги заканчиваются, то это не Госдеп напел, они и вправду заканчиваются. Реальность – адвокат финансово-экономического блока. То, что для всех остальных лютая крамола, для них – выступление на экономическом форуме. Во-вторых, Владимир Путин дважды пережил банкротство страны. На его глазах у Советского Союза, у державы, которая контролировала полмира от Монголии до Кубы, банально закончились деньги на существование. И оказалось, что все остальное стало неважно. Сейчас поговорим конкретно про особое отношение Путина к экономическим чиновникам, а также что там с Набиуллиной будет и что это значит. Но сначала небольшая реклама VPN. Посмотрите, пожалуйста. В мировом рейтинге свободы интернета Россия находится на одном уровне с Ираном, Китаем и Пакистаном. Хуже только в Северной Корее, которая занимает последнее место. В России планируют ввести плату за VPN-трафик, а площадки из белого списка должны отслеживать использование VPN пользователями, чтобы государство могло эффективнее блокировать VPN-сервисы. Но это не означает, что они перестанут работать обязательно. Нужно подобрать надежный сервис, который пережил не одну волну блокировок. Или сразу несколько таких сервисов на всякий случай. Например, подойдет Blank VPN, для которого новые ограничения – просто очередной вызов. С ними они успешно справляются уже 8 лет, одними из первых на рынке внедряя технологии обхода новых блокировок. Blank VPN стабильно занимает высокие позиции в моем VPN-рейтинге. Подключение выполняется в один клик в собственном приложении для iOS, macOS или Android. Скорость подключения до 10 гигабит в секунду с полным безлимитом как на количество устройств, так и на трафик. При этом Blank VPN анонимен. Даже его сотрудники не знают, какие сайты вы посещаете, что смотрите и где находитесь. А главное, Blank VPN дает 30 дней, чтобы вы могли попробовать сервис. Вам не нужно покупать кота в мешке. Если что-то не понравится, компания вернет деньги. Оплатить подписку можно с российской карты или криптовалюты. Поддержка у Blank VPN работает круглосуточно и ответит на любые вопросы. Поможет настроить обход белых списков или поставить VPN на роутер. Переходите по этому QR-коду или по ссылке в описании и устанавливайте Blank VPN. В ссылку уже встроен промокод CATS, который даст скидку до 66% и 30 дней гарантии возврата средств. Продолжаем. Мы говорили, что Владимир Путин дважды пережил банкротство страны. Первое – это банкротство СССР. Впечатляющее явление. Огромная армия, ядерное оружие, базы по всему миру, спецслужбы внутри и разведчики снаружи. Покорение космоса, атомная энергетика. Ничто не имело значения. Вся эта монументальная мощь, которая была вторым полюсом мира наравне с США, просто сложилась как старый барак. В 1998 году Путин уже не был обычным чекистом. Он работал в администрации президента. Своими глазами и с очень близкого расстояния он видел, что бывает, когда государство просто не может платить по долгам. Путин усвоил одну, зато самую главную истину. Пока деньги есть, любая проблема не проблема, а расходы. Любые дырки можно закрыть, за все можно заплатить, всех купить. Можно все делать одновременно. Содержать пропаганду, чекистов и ментов, воевать и зарплаты с пенсиями платить. Не нужно выбирать между орешником и зарплатами на автовазе. Можно все и сразу. Когда деньги заканчиваются, отваливается тоже все и сразу. В один день обнаруживается, что и мир делить не на что, и на пенсии денег нет, и люди с дубинками тоже без зарплат сидят и не очень-то довольны. Это не значит, что Путин будет как-то согласовывать свои действия с пользой для экономики. Закончит убийственную для экономики войну, например. Но это значит, что экономика – это, с его точки зрения, то единственное, чем должны заниматься профессионалы. Если ей занимаются профессионалы, то творить можно что угодно. А вот если за руль бюджета и во главу ЦБ поставить по генералу ФСБ, то останешься ты и без бюджета, и без валюты. Мы много раз говорили, что Путин относится к экономическим чиновникам как к шаманам, которые умеют исполнять специальный танец и призывать денежный дождь. Шаманам при любом режиме, включая людоедские в буквальном смысле, живется сильно безопаснее остальных, потому что они умеют танцевать самым верным образом, а остальные не умеют. И как бы сильно они ни раздражали, скармливать их крокодилам опасно.
Именно этим объясняется впечатляющая живучесть Эльвиры Набиуллиной. Все-таки без конца бесить персонажей вроде Чемезова и при этом сохранять свою должность и не сесть – такое не каждому дано. Но понятно, что бесит Набиуллина не только Чемезова. Жесткая и последовательная политика Банка России, направленная на то, чем ЦБ и должен вообще-то заниматься, на борьбу с инфляцией, бесит всех, кого принято считать государственниками в экономике. Наезжать на ЦБ, всячески склонять его председателя считается хорошим тоном среди тех, кто считает, будто задача Центрального банка – обеспечить экономический рост путем прямой печати денег в пользу предприятий. Слушали мы Чемезова, Дерипаску и Белоусова, еще когда тот был помощником президента по экономическим вопросам, и понимали, что глазьевщина среди российской элиты крайне распространена. Для патриотичного чиновника, бизнесмена, депутата, главы госкомпании в порядке вещей называть руководство ЦБ иностранными агентами, рассказывать бредни, мол, эта институция контролируется ФРС с целью подрыва российской экономики, чтобы поставить ту в зависимость от мирового правительства. Вот так вот. Это было в порядке вещей еще задолго до войны, а с тех пор сильно обострилось. В прошлом году Владимир Соловьев, который ничего и никогда просто так не говорит, всегда своими истериками выражает точку зрения очередной влиятельной группы интересов, фактически обвинил Набиуллину в саботаже президентских распоряжений. В том, что суверенный Центробанк ведет подрывную политику. Такого рода разносы от оберпропагандиста в разгар войны обычно происходят в адрес уже отставных чиновников. Тех, на кого можно валить, как на мертвых, ведь из СИЗО они уже не ответят. Тем не менее, несмотря на регулярные публичные наезды, столь же регулярные слухи об отставке, Эльвира Набиуллина свой пост сохраняет. Умудряется отбивать свою жесткую денежно-кредитную политику даже под обвинениями в срыве гособоронзаказа, в том, что космическими ставками ЦБ она оголяет фронт и саботирует наступление. Правительство, сидящее по уши в долгах, которому не хватает денег ни на что, ничего не может поделать и продолжает одалживать деньги у банков под процент, который больше годится для микрозаймов. Правительству приходится мириться с переукрепленным рублем и недополучать доходы даже в условиях высоких цен на нефть. Баррель по 100 при курсе 70 – не то же самое, что при курсе в 110. В некотором роде уже несколько лет у нас сохраняется шизофреническая ситуация в экономике. Правительство фискальными методами через расходы на войну накачивает экономику деньгами, а ЦБ изо всех сил деньги из экономики высасывает во имя спасения рубля. Сейчас ситуация может стать иной. Во-первых, на носу 27-й год, и у Набиуллиной заканчивается последний срок полномочий по закону, и это повод для всех сторон разойтись мирно и без скандала. Путин может заменить главу ЦБ так, чтобы это не привело к панике. Все-таки, несмотря на бесконечные наезды, у Набиуллиной репутация спасителя российской валюты, железного стабилизатора макроэкономики, политического тяжеловеса, который, несмотря ни на что, даже на обвинение в саботаже войны, может держать ставку в 20. Очень многие связывают с личностью главы ЦБ тот факт, что после всех бед, начиная с захвата Крыма в 2014-м, доллар не стал стоить 500 рублей. Что совсем несправедливо. Но в экономике репутация и ожидания работают не хуже, чем любые объективные обстоятельства. Досрочная отставка главы ЦБ – крайне опасный сигнал, который означает смену курса. Означает, что так, как при Набиуллиной, больше не будет. Новая метла будет, которая по-новому будет мести. С экономикой все и так не очень хорошо. У всех предельно мрачные ожидания, и такого рода отставка лишь усилит напряжение. Все до единого будут задаваться вопросом, что же они такое задумали, что Набиуллина им больше не ко двору. А здесь вроде как все гладко. Есть требования закона. Да, закон можно поменять 3 чтениями в один день, но можно и соблюсти, поменяв главу Центробанка не потому, что идет поперек государства, а потому что закон велит. Для самой Набиуллиной уйти по закону – это хороший способ уехать в Дубай, а не в СИЗО. Уйти по закону и не участвовать во всем, что очевидно грядет. Не доживать в своем опасном кресле до совсем уж темных времен. А что, собственно говоря, грядет? Мы об этом говорили в контексте состояния федерального бюджета. В условиях рецессии и падения поступлений по всем основным видам налогов, в условиях угрожающего дефицита, государству неизбежно придется чем-то жертвовать. Повышать налоги в экономике, которая уже официально в минусе, бессмысленно. Все, что государство могло получить с граждан и предприятий, оно уже получило.
Сбор с миру по нитке, с олигархов по 100 миллиардов рублей мы в расчет не берем, потому что это курам насмех. Ну как, олигархам-то это существенно, а вот бюджету нет. Помимо официального дефицита, который за один квартал превысил план на весь год, еще более угрожающим выглядит дефицит скрытый. Долги регионов, на которые возложены расходы по привлечению наемников, долги оборонных предприятий, в которые спрятаны неучтенные расходы на войну и все подобное. Государству придется чем-то жертвовать, и это неизбежно. Выбирая между дефолтом по облигациям, заморозкой вкладов и печатью денег, государство, скорее всего, выберет печать денег. Резкое ослабление рубля – это самый очевидный, быстрый и политически безопасный путь решения оперативных проблем. Обрушение рубля в 2 или в 3 раза сразу чисто механически нарастит доходы бюджета от экспорта энергоносителей. Баррель по 100 при курсе 70 – это 7 тысяч рублей за бочку, а баррель по 50 при курсе в 300 – это 15 тысяч рублей за бочку. Россия не может влиять на долларовую цену нефти, зато рублевую, печатая рубли, может иметь какую хочет. Это не решение проблемы, это вызовет долгосрочные последствия. Удар по инфляции заставит резко нарастить бюджетные расходы, в том числе и на войну. Отток вкладов из банков закроет правительству путь для заимствований. Стагфляция, она такая, хороших решений при ней нет. Но если выбирать, как выходить из бюджетного кризиса сию секунду, чем во имя этого пожертвовать, то рубль выглядит самой очевидной и самой безопасной жертвой с быстрым эффектом. Не забирать бумажки из карманов граждан, а просто сильно бумажки эти удешевить, прямо в карманах. Очевидно, для такого решения проблемы во главе ЦБ нужен человек, который иначе понимает задачи этого учреждения. Человек, которому доходы бюджета гораздо важнее, чем сколько стоят деньги в карманах граждан, то есть чем таргет инфляции. Нужен человек, который, не задумываясь, пожертвует рублем ради государственных задач по финансированию войны. Правительству плевать, какая будет инфляция в моменте. Ему надо, чтобы балансы сошлись. На этом фоне смена главы ЦБ на кого-то, кто с правительством будет на одной волне, выглядит логично. Потенциальные же сменщики – Орешкин, Костин и Фродков – люди от монетарной политики далекие, зато очень хорошо понимают, что государству нужны деньги. Они не будут создавать проблемы и торговаться. И ставки обрушат, и бюджеты миссии финансировать будут. Судьба Эльвиры Набиуллиной, дадут ли ей уйти в отставку или специально поменяют под нее закон, это важнейший маркер для любых наших прогнозов о том, по какому пути изъятия денег у граждан пойдет государство. Набиуллина представляет вполне определенную политику, и это тот редкий чиновник, за судьбой которого действительно имеет смысл следить. До завтра.